Приветствуем вас на канале Раиса Греченко, дача, сад, огород, цветы. А сегодня как раз ответ на вопросы, как мы сохраняем мультифлору. И начнем с той мультифлоры, хризантемочек, дубки называют, шаровидные хризантемы, с тех, которые у меня зимуют, остаются. Вот здесь у меня они растут в земле. И я уже 2 года их сохраняю прямо здесь. Прямо здесь остается. Главное правило, их несколько этих правил, и нужно их запомнить. Ни в коем случае я их не срезаю. Они так и остаются, засыхают, замораживаются и остаются. Почему? Потому что каждое растение, каждое живое растение на земле имеет свое поле, свое пространство. И вот это поле помогает, оно живое и помогает растению устоять в разных ситуациях. В данном случае, если будут морозы сильные, то это очень хорошо будет как раз и защита энергетическая, и плюс защита сверху от снега, сильных каких-то осадков и от морозов. И следующее правило, которое вот для этих хризантем я использую, уже когда будут сильные морозы. Ну, сейчас покажу. Здесь у меня как раз сейчас уберем. Вот так. Вот это растение внизу. Для того, чтобы оно хорошо перезимовало, беру просто обычную землю с огорода. Просто обычную. И уже перед самими морозами, так как времени сейчас у меня достаточно, еще до этого еще будет время, но в общем нужно сейчас показать. Меня просят показать. И я вот так со всех сторон присыпаю. Обычная земля. Вот смотрите, что получится. Со всех сторон присыпала, засыпала. Вот. Земля, кстати, должна быть увлажнена, но не должно быть стоячей воды. Если у вас где-то хризантема растет, где вот, допустим, лунка, и там вода собирается, ни в коем случае ее не оставляйте. Ее нужно поднять, землю сделать под цветком, где-то на уровне вот сантиметров 15-20. Вот смотрите, я присыпаю. Вот здесь где-то получается уровень 15-20 сантиметров. Чем больше, тем лучше, чтобы не застаивалась вода. Все проблемы с стоячей водой, когда снег, мороз и дожди, и вот это собирается под корнями, потом резко мороз, и они погибают, из-за этого погибают. Поэтому я вот так их присыпаю, даже они здесь у нас на высоте, все равно со всех сторон присыпала обычная земля. Под самый корень, где-то здесь сантиметров 5 до 7 сантиметров, плюс само растение, и оно прекрасно зимует. А обрезаю уже весной. Это март месяц где-то, когда уже минует угроза таких заморозков. Это те хризантемы, которые у меня растут в открытом грунте, именно в земле. А сейчас я вам покажу, что я делаю с теми другими хризантемами, которые растут на высоте. Вот смотрите, этот цветничок находится на высоте. Вот здесь только земли. И если зимой мороз, даже у нас бывает минус 10, минус 12, а некоторые зимы минус 17, а в этом году, надеюсь, что то же самое будет, но по прогнозам еще и больше может быть. И вот если оставить вот эту высоту, и будет доступ морозов, проморозятся корни, и растения могут погибнуть. Поэтому я здесь не оставляю свои цветочки, а выкапываю. Вот в данном случае сейчас покажу вам вот одно растение. Сейчас вот, а вот я его выкапываю с корнями. Как можно больше захватить земли. Вот ком такой земляной, смотрите, очень красивое. Вот какое растение, практически оно вот здоровое, хорошее, когда вот обработки все вовремя делаешь. И вот такой земляной ком, это земля. Поэтому я землю не обираю, а просто присматриваю. Так, этот горшок не подойдет. Сейчас буду можно искать другой, хранить. Можно, допустим, ведерочко. И здесь, потому что здесь большая корневая система, горшка у меня такого сейчас нету. Можно здесь сделать дренаж и сюда же посадить. Но так как у меня их много, ведер у меня не хватает. Это если одно. Земля здесь остается. И я могу использовать еще один вариант, и я сейчас вам покажу. Для этого понадобятся вот такие ящички и пакеты. Пакеты вот для того, чтобы вот корневую систему в отдельности можно. Я сейчас покажу, как я его буду делать. Вот смотрите. В этот пакет, эту же землю, видите, хорошая земля,
растение привыкло к этой земле. Эта земля даже будет помогать перезимовать. Она влажная, но не мокрая. Вот, я только немножечко сейчас сюда добавлю в эту земельку чуть-чуть раствора фитоспорин К. Это гель, это паста. Вот именно фитоспорин, что он дает, корни не загнивают. Чуть-чуть, буквально 100 граммов. Нельзя сильно заливать. Просто эта земля не будет давать возможности каким-то корневым гнилям чему-то образовываться. О, здесь смотрите, какая красота, даже веточки уже молоденькие. Все вот это идет в мешочек. Аккуратненько устанавливаю именно на это, в этот пакетик. И беру же сюда же эту земельку, засыпаю. Но так как я не хочу много земли, потому что тяжело будет нести, ну, с одним пакетом можно. В общем, вот вокруг вот этого корня засыпаем землю. Вот так вот. Засыпаю землю. Сейчас я возьму выше ящик, чтобы видно было. Вот ящик. Здесь поместится буквально несколько штук. Ну, для этого растения сейчас я все-таки должна показать, что я дальше буду. Потому что вот это условие, вот смотрите, в чем различие хранения мультифлоры, которая у нас остается зимовать на улице, она росла в земле, это тоже в земле, но это у нас на возвышенности, здесь промерзание будет. Поэтому сейчас я вот здесь сделаю обрезку. Вот так вот, смотрите, там, где идет разветвление, вот до этого места. О, все, вот этот кустик уже отработал. Он где-то пойдет на утепление, подсохнет. Никуда мы его не выбрасываем. Можно потом даже использовать при посадке картошки, измельчить. Очень хорошо тоже хризантема используется, выделяет какие-то вот такие эфирные масла. И при посадке вот на дно я измельчаю тоже, выставляю в лунки. Теперь что у нас остается? Вот у нас что осталось. Смотрите, здесь еще один. Вот, кстати, вот это можно использовать для черенкования. Я оставлю, а вот когда будет дни девы для черенкования, покажу, как это делать. Сейчас не буду это делать, потому что они не укоренятся. Это знак рака, и в это время нельзя эти вещи делать. И сюда же, вот самое главное условие, чтобы вот эти корешки были прикрыты землей. Вот я их так, лучше взять, конечно, меньше чуть-чуть пакет, потому что много земли идет. Вот. И завязываю. Даже можно вот сюда чуть-чуть полить. Сейчас снова же полью сюда. Так ровненько надо, чтобы вот по центровке именно фитоспорин. Не чистая вода, а фитоспоринчик. Это, во-первых, для безопасности, а во-вторых, видите, немного, чуть-чуть водичка. Где-то у меня здесь 100 граммов пойдет. Там 100 граммов и здесь 100 граммов. По 100 грамм, 200 грамм. И теперь вот этот пакет завязываю. Вот сверху можно вот так вот его. Вот эти. Лучше, конечно, меньше пакет. У меня просто другого сейчас нету. Вот. И здесь чуть-чуть воздух оставляем открытым. Видите, где корешочек, здесь будет воздух. И это сейчас вот в пакеты, когда вот холодно уже будет, перед холодом, я вот с каждым растением и уложу их так, вот этот ящичек будет полный. Они у меня еще цветут, поэтому еще тепло неделя будет, поэтому пусть доцветают, пусть как раз хорошо созревает корневая система. И вот таким образом все кустики будут сложены, но я раньше ставила их в подвал, а у нас в подвале сравнительно тепло. И что получается? Получается, что начинают расти. И бледненькие такие вот росточки растут, бледные-бледные. И с них потом черенки очень слабенькие. Поэтому я теперь оставляю в помещении, где у нас прохладно. Там где-то плюс 5, плюс 1, самая низкая 0, но это сверху. А внизу вот пару градусов с плюсом, и они прекрасно там хранятся. Ну, естественно, пересматриваю зимой, а в марте желательно присматривать, как что с погодой. Я их
переношу в теплицу. Но у меня еще один вариант есть для того, чтобы вам показать, что можно еще сделать с этими растениями и как их можно сохранить. Но это там, где средняя полоса, где не сильно, очень не сильные морозы. Там, вот, допустим, мне пишут, что минус 30 у нас. Это не подходит. Вот этот вариант подходит, который я сейчас вам назвала. А сейчас пойдем, я покажу, как еще можно хранить вот такие саженцы. А вот еще один вариант, этот же мы кустик берем, это вариант именно сохранения в теплице. Если, допустим, поликарбонат и в теплице не сильно опускается температура зимой, у нас будет двойная, я уже испытала, очень хорошо получается. Значит, беру саженец, выкапываю ямку в теплице и перекладываю вот сюда. И засыпаю. Как обычно, как будто бы я пересаживаю. Вот этот вариант пересадки идет. Вот здесь земля влажная, поэтому я больше и не буду. Чем хорошо в теплице, если вдруг это такое может быть, если сильно холодно, просто агроволокно накрыло. Но это уже у меня разные способы, как я зимой укрываю. Еще вам покажу. Но в данном случае вот мультифлора, каким образом можно сохранить. Вот таким образом можно сохранить мультифлору. Разные варианты. Здесь, видите, даже редька здесь растет. И она как раз тоже своеобразную ауру будет создавать. Но сейчас не буду, потому что за неделю у меня начнет расти. Поэтому я ее вытяну, вот это растение, и верну назад в пакет. Ой, сейчас я все это делаю. Ну, а вот такие способы, это самые лучшие варианты, когда можно сохранить. Это я доделаю и переделаю, но здесь место будет как раз уже подготовлено для посадки наших растений. А вот еще один вариант. Перед самими морозами можно посадить в широкие горшки, вот как этот у меня горшочек, и уже перед минусами, когда там же ночью -1, -2, можно занести в теплицу. Здесь у нас растет масличная редька и другие растения. И здесь можно вот разложить горшки. Уже холодно будет. Если только вдруг, чем выгодно в горшках, если вдруг снова возвращение тепла, ночью 0 и плюс выше, там плюсы, можно просто горшки перенести снова же на улицу. Это вот это очень выгодный способ, легко и просто вот это делать. Так что это еще один из способов хранения в горшках. И в теплице, или же можно также, если нет теплицы, можно занести в прохладное сухое помещение. Ну что, пока тепло у нас, мы оставляем, продолжают цвести вот эти все прекрасные хризантемы мультифлоры, хризантемы дубки маленькие, шаровидные, так их по-разному продолжаю называть. И вот эти цветочки, видите, здесь колонна, здесь тоже промерзать будет, поэтому и здесь зимой наши хризантемы не будут зимовать. Я все их достану, все, что выше уровня земли, все это уйдет на хранение в другие емкости и помещения. Раиса Греченко и Александр Волик подготовили для вас это видео, ответив на ваши вопросы о том, как мы сохраняем мультифлору. А вот так мы сохраняем, выкапываем, а то, что в земле, утепляем и не трогаем, не срезаем. А вот эти придется все срезать. Все очень просто, испытано. Ну, а мы прощаемся с вами. До следующего видео. Ждем ваших вопросов. Подписывайтесь на наш канал. Желаем вам удачи и всего самого доброго. Красивых вам цветов.